Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим фалафель. Это такие шарики из нута, жареные во фритюре. Вообще это блюдо ближневосточной кухни, но готовят и подают его в этих странах по-разному. У меня сегодня рецепт израильской кухни. Там это считается уличной едой, фастфудом и подается в лепешке пити с помидорами, огурцами, часто с хумусом и поливается соусом тахини. Фалафель достаточно сытное блюдо, и его можно также приготовить на обед или на ужин. В общем, досмотрите это видео до конца и узнаете, как нужно готовить питу, чтобы в ней образовался тот самый кармашек, и как еще можно приготовить фалафель. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Как я уже сказала, фалафель я буду подавать в пите. Это такая плоская лепешка с кармашком внутри. Делать я ее буду из бездрожжевого теста и жарить на сковороде. Итак, мне понадобится 350 грамм муки, 200 мл горячей воды, пол чайной ложки соли и 20 мл оливкового масла. Муку я просеяла. Вода у меня очень горячая, растворяю в ней соль. Делаю в муке углубление, вливаю туда кипяток и масло. Начинаю замешивать тесто. Сначала это делаю деревянной ложкой, так как тесто горячее. После того, как вода соединилась с мукой и тесто немного остыло, вымешиваю руками. Тесто получается мягким, теплым, к рукам оно не липнет и очень легко с ним работать. Все, тесто готово. Накрываю его пленкой и дам ему постоять минут 20-30. Полчаса прошло, тесто отдохнуло, стало гладким. Разделю его на 8 частей. Сформирую шарики и снова дам отдохнуть минут 15-20, накрыв пленкой. Заготовки отдохнули, и теперь очень важный момент. Как правильно раскатать лепешку? Обязательно смазываем поверхность растительным маслом, чтобы тесто не прилипало и не пришлось его тянуть. И начинаем раскатывать. Важно, чтобы лепешки получились правильной круглой формы. Тогда она будет равномерно раскрываться и образуется тот самый кармашек, который нам необходим. Сильно тонко раскатывать не нужно. Жарим питу на сухой сковороде, предварительно хорошо ее разогрев. Кладем лепешку, ждем примерно 1,5 минуты. Начинают появляться пузыри. Переворачиваем. Ждем еще минуту, может чуть больше. Начинают снова появляться маленькие пузырики. И опять переворачиваем. Готовим на огне чуть выше среднего, но контролируйте процесс. Если видите, что лепешка быстро зажаривается, слегка уменьшите огонь. Вот она начинает надуваться. Еще разок перевернем. В общей сложности готовится пита 4-5 минут, и за это время вы должны ее перевернуть 4 раза.
Иногда случается так, что пита плохо надувается и карман образуется не по всей окружности. В этом случае попробуйте накрыть сковородку крышкой, желательно стеклянной, чтобы контролировать процесс. Под крышкой пита начинает быстро надуваться. Переверните ее и снова накройте крышкой. Готовые лепешки накрываем полотенцем и даем им полностью остыть. Если вдруг вы не съедите их сразу, что маловероятно, то храните их в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. А теперь приступаем к приготовлению фалафеля. И мне понадобится 300 грамм нута, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, по пучку кинзы и петрушки, 1 чайная ложка зиры, пол чайной ложки молотого кориандра, пол чайной ложки острого перца, это по желанию, соль, черный молотый перец, пол чайной ложки разрыхлителя, 2 столовые ложки панировочных сухарей и при необходимости немного муки. Это если масса получается сильно жидкая и не лепится. Нут нужно промыть и залить водой минимум на ночь. Вот так увеличился нут в объеме, постояв в воде 15 часов. Сливаю воду. Я буду перемалывать нут на мясорубке, но в принципе его можно измельчить и в блендере. Вместе с нутом перемалываю лук, чеснок и зелень. Вот такая масса получается. Если сжать ее руками, то начинает выделяться сок. Это хорошо, фалафель не будет сухим. Если вдруг у вас масса получилась суховатой, то добавьте несколько ложек воды, иначе ваши шарики будут распадаться. Теперь в наш нутовый фарш добавляем все сухие специи. Основные это зира и кориандр. Острый перец это, конечно же, по желанию. Теперь панировочные сухари. Для того, чтобы шарики получились пышненькими, я добавляю разрыхлитель. Если вдруг масса получилась жидковатой и не слепливается, то добавьте еще ложку муки. Все хорошо перемешиваем и даем постоять минут 20. За это время я приготовлю соус тахини. Для него мне понадобится кунжутная паста тахини, лимонный сок, соль и вода. Кунжутную пасту я делала сама, когда готовила хумус. Делать ее совсем не сложно. Рецепт и хумуса, и кунжутной пасты вы можете посмотреть на моем канале. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Тем более, что в хумус тоже можно добавить в питу к фалафелю. Добавляю в пасту лимонный сок и соль и перемешиваю. Чтобы соус был более жидким, я добавлю воду, самую обычную фильтрованную. Добавляю буквально по 1 ложке и смотрю на консистенцию, которая меня устроит. Хорошо перемешиваю и получаю вот такой соус. Мне еще нравится в сочетании с фалафелем йогуртовый соус. Его я готовила к чечевичным котлетам, так что рецепт тоже есть на моем канале. Ссылку на чечевичные котлеты и на соус тоже оставлю в описании под этим видео. Заходите, смотрите, там все очень просто. Фалафель настоялся, формирую шарики. Они должны быть размером с грецкий орех, но если хотите, можете сделать их чуть крупнее. Массу плотно прижимаем, чтобы они получились плотненькие и не разваливались. Вот что у меня получилось. Как я уже сказала, фалафель жарится во фритюре, но можно его также запечь в духовке. Я сделаю 2 способами. Смазываю пергамент растительным маслом и выкладываю шарики.
Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку, включаю конвекцию и выпекаю минут 20, не больше. Минут через 10 шарики переворачиваю. Оставшиеся я поджарю. В хорошо разогретое растительное масло отправляю шарики. Как только с одной стороны они поджарились, переворачиваю. Огонь выставляем выше среднего и долго не жарим, чтобы они не получились сухими. Фалафель готов. Достаю и кладу на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Жарю остальные. Фалафель, который я запекала, тоже готов. Не ждите, что в духовке он сильно зарумянится, вы его просто пересушите. Давайте разломаем и посмотрим серединку. Середина ничем не отличается, но могу сказать по опыту, что во фритюре фалафель получается более хрустящим, но внутри остается нежным. И мне кажется, что вкус его тоже более насыщенный. Но это заметно, если вы просто едите шарик фалафеля. А если вы подаете его с соусами и овощами в пите, то разницы во вкусе вы не ощутите. И пока фалафель не остыл, приготовим все для подачи. Нарежу огурцы, помидоры. Возьму листья салата, соусы и зелень. Теперь пита. Разрезать ее удобно ножницами. Разрежу пополам. Вот какой карман получается внутри. Если питы у вас небольшие, то можно отрезать только край, чтобы ее раскрыть. Смазываю питу внутри соусом тахини, еще сюда добавляют хумус. Беру листья салата, далее огурцы, помидоры и фалафель. Сверху еще можно полить тахиной и йогуртовым соусом. На мой вкус он придает свежесть. Зелень можно порезать, а можно вложить прямо так. Вот что получилось. Если вы не решились приготовить питу и не смогли ее купить, то можно взять лаваш и всю эту красоту завернуть с него. Получится не хуже. Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.